Дорогие фениксы, давайте сделаем с вами небольшую практику расклад. Начнем мы сегодня с Муладхара чакры. Это корневая чакра. Эта чакра отвечает за ваш прочный фундамент, за связь с землей. Смотрите, во время близости с мужчиной, во время того, даже вы можете быть не близки физически, но мужчина должен вас подпитывать из этой чакры. То есть он должен давать вам эту энергию из этой чакры, из Муладхары, из красного цвета. Она красного цвета. Вы все знаете это. Но как бывает? Бывает так, что женщина начинает давать мужчине из этой чакры эту поддержку. Это фундаментальная вот эта прочность, этот костяк. То есть она дает ему, соответственно, он богатеет в материи, он расцветает, а вы чахнете, потому что вы даете слишком много. Это как раз-таки уровень выживания и уровень «я есть», «я есмь». Вот этот уровень, девушки, мы сейчас будем с вами возвращать эту энергию, которую вы подарили, раздали всем мужчинам, которые у вас были по этой чакре. Сейчас вы можете подумать об этом человеке, который, то есть наиболее вероятно, что это он. Давайте с вами начнем. А начнем мы с вами, я знаю уже заранее, девочки, но многие из вас вот в таком состоянии, потому что вы долгое время отдавали эту энергию, и эту силу, и эту поддержку материнскую из земли вы давали мужчине, а он должен давать вам. То есть наоборот, тут все перемешалось. Поэтому сегодня мы с вами будем чистить именно Муладхару чакру. Вот. Давайте посмотрим. Ну да. Кто-то, когда вышел замуж, начал это делать. Давайте так, сначала, до того, как мы почистим вас, посмотрим, в каком состоянии. Немножко в таком, знаете, задумчиво какая-то. Все равно вы чувствуете себя немножко одинокой. Хотя здесь парные карты. Ну, то есть была любовь, да, и вы начали, а женщина именно отдает свою энергию, когда она влюблена, когда она по уши влюблена, а у нее все чакры связаны друг с другом. То есть сердечная от сердца и сексуальная, и первая чакра, они связаны у нее. То есть она не будет давать эту энергию, если она мужчину не любит. Вот такой посыл тут. Вот. Ну а дальше пошло, то есть осмысление вообще, что я здесь делаю, почему у меня жизнь складывается так. Вроде бы как живу хорошо, то есть и неплохо, но одиночество в душе есть, и только природа меня наполняет. С мужчиной какое-то взаимодействие такое, знаете, на уровне, не божественный уровень, нет. Все по нижним чакрам. Давайте посмотрим. Девочки, это базис, это ваш базис, это то, что вам даст эта энергия из этой чакры, даст вам процветание и вашу материнскую поддержку себе самой. То есть вы в материи будете чувствовать, что к вам из всех источников приходит эта энергия. То есть мы не то, чтобы, знаете, то есть от мужчины только. То есть вы почувствуете, что вот эта энергия, она же воплощается вообще разными способами. То есть вы увидите, как будто у вас открываются пути, как будто у вас открываются глаза, ясность приходит. У вас
появляется энергия. Той энергии не было, она какая-то была, знаете, я такая вся задумчивая, сижу. Ну да, ну вы с детьми занимаетесь, многие, да, но опять же, это вот вы пытаетесь понять, откуда, что, почему так происходит, вы печальны внутри себя. Так, мне, в общем-то, все понятно. Я надеюсь, я вам тоже объяснила. Дальше пойдем. Представьте себе, вдыхаете сейчас в свой вот этот центр, в Муладхару чакру, нижний центр, он находится у вас в промежности. Это красный цвет, это фундамент, это ваша жизнь. Я есть. Это прочная основа. Это основа, жизненная сила и энергия дает вам этот фундамент и уверенность в себе, потому что если вы отдали из этой чакры мужчине, то, соответственно, у вас нет фундамента, а у него есть. У него и так он должен вам давать этот фундамент, защиту, опору, а получается, вы материнской своей любовью даете ему. Давайте еще глянем вот на метафорических картах. У меня арома свеча стоит. Вот. Вода, перо и розовый кварц. Все это сила природы, сила 4 стихий нам поможет сегодня. Итак, мы вдыхаем глубоко в эту первую чакру. Видим там, если там есть этот сгусток энергии, либо сгусток какой-то неприятный, и вычищаем из себя это, вычищаем. Вы чувствуете, что на вдохе вы вдыхаете чистый свет божественный, который очищает эту чакру. Выдыхаете вы все плохое, эту связь, эту зависимость. Сейчас вы берете. Я с вами тоже чищусь. Вы сейчас берете огонь и представляете себе, как вы разрываете, прожигаете эту связь между вами на уровне первой чакры с мужчиной. Вы представляете, как эта связь прожжена. Все, ее больше нет, то есть она в прах обращается. Вам возвращается ваша энергия через вот этот канал. Ваш канал как бы запечатывается в вас, в вашем теле, в вашем поле. А его канал запечатывается в его тело и в его поле. Девочки, мы не желаем зла ему. Мы понимаем, что это все происходит неосознанно из-за программ. Да, было взаимодействие, но что? Но потом просто разделение произошло. Мужчина держит вас, да, держит вас, но он в защите, он в защитном скафандре, а вы беззащитны. И вы идете по жизни сейчас. Только у вас есть световой вот этот луч, который вам помогает по жизни. Да, вы как-то балансируете, пытаетесь в этой жизни балансировать, да. Но многие просто чувствуют вот эту тотальную усталость, энергии нет, что я должна сражаться опять сама. Вот, у вас нету самого главного, вот этой поддержки мужской. То есть это близнецовые племена, это родственные души, партнеры, которые... То есть мужчина дает ей эту энергию, она ему, и у них происходит эта синергия. Это когда у вас взаимодействие на высших частотах происходит.
Да, он продвигается в материи. О, да. Девчонки, ну, в общем, эта связь, она вас разрушает. Потому что вы перестаете цвести. Да. Что с мужчиной происходит, когда вы сейчас чистите этот центр? С мужчиной происходит вот это. Это как будто душа его выходит из тела. Да, такие ощущения он может почувствовать дальше. Но у него на самом деле начинается, пробуждается в нем энергия движения. Потому что вы сейчас вот этим световым лучом и огнем, вы просто прожгли эту связь, продолжайте дышать. Весь расклад продолжайте дышать именно так. То есть вы вдыхаете чистый свет божественный, а выдыхаете всю боль, все невзгоды, все то, что вас держало и обижало в этих отношениях. Да, и через это действие мы с вами пробуждаем в вас источник. Чистый источник. Посмотрите, вы связаны с Землей, с космосом, со светилом, то есть с животными, с птицами, с природой. В вас сейчас вы начнете прилив сил чувствовать. Да, только от вас зависит, как вы распорядитесь своим божественным источником. Да, девушки, сейчас вы сами создаете свою реальность. Мечта, ваша мечта будет осуществлена, потому что ваша база и фундамент будут прочными. Что с мужчиной происходит? С мужчиной происходит, как будто из него вынимают что-то, что его подпитывало долгое время. Он начинает чувствовать к вам любовь. Он хочет снова захватить. Возможно, это агрессия, да, есть такой момент, злость. Потому что он чувствует, что от него забирают этот источник, эту энергию. И он вместе с любовью начинает чувствовать вот эту злость на вас. А вы спокойно, вы начинаете порхать по жизни. А он, смотрите, вы порхаете по жизни, да, девушка? Танцуете в облаках, вы танцуете в космосе. А он как дурак, понимаете, сейчас будет чувствовать себя. Потому что он чует собака. Ну, конечно, я пошутила, то есть вы чувствуете, да, у меня посыл абсолютно позитивный. Я не хочу никому зла, и вы также не причиняете ему как бы зло. Вы сливаете свою энергию ему, он цветет, а вы сидите вот в этом положении. Смотрите, девочки, карты говорят, вот вы сидите, вы сливаете эту энергию, да? А вот что происходит, когда мужчина подсасывается к вам из первой чакры. Вот посмотрите, что происходит. Да? По нижним мирам идет, то есть по дьяволу он идет. Вы пробуждаете свою силу, притягательность. Ваша аура становится большой, огромной. А он чувствует себя пустым, опустошенным. Что случилось? Почему, да? Почему это произошло со мной? Дышим, девушки, не забываем дышать. Мы вдыхаем через нос. Выдыхаем через рот. Вдыхаем божественный чистый свет. Очищаем именно эту чакру сейчас. Свою промежность. Вы очищаете этот фундамент. Ваш базис. Вашу жизнь. От ненужных вам присосок. От утечки энергии.
вы можете взять световой луч. Либо это огонь, либо это меч. И снова, то есть увидите вашего партнера рядом с собой, да, мужчину. Посмотрите, в каком месте эта связь между вами циркулирует до сих пор. Куда вы сливаете свою энергию? Тоннами просто, куда? И разрубаете ее, смело разрубаете. Вы разрубаете эту связь и говорите: имя этого человека я возвращаю тебе твою энергию, а себе я возвращаю свою энергию. Да будет так. Свет во мне. Я благословенна. Я любимая дочь Бога. Я иду в свое процветание. А также дышите, дышите. Давайте еще посмотрим с вами на картах, что происходило, когда эту энергию вы сливали ему, что он чувствовал, что происходило. У него открывались дороги, перспективы. Вы действительно сливали огромное количество своего источника энергии. Посмотрите. Вы просто тоннами сливали на него из источника. Да. Что еще? Вы чувствовали себя как в западне, как в клетке, потому что вы ждали от него каких-то действий, а он всю свою энергию, то есть, вернее, всю вашу энергию, которую он получал от вас, он сливал, ну, либо он уходил от вас, либо вы ушли, но вы были в ожидании вечных, в вечных страхах, в какой-то клетке сидели. То есть вы не продвигались в своей собственной реализации, в своей собственной материи. Да, у него фортуна, он фартовый становился на вашей энергии. Очень активной. И его самооценка росла. Он добивался своих целей, своих мечт, своих желаний. Да. Беря от вас энергию. Что чувствовали вы? Вы чувствовали, будто себя всемогущий, но в том-то и дело, что вы чувствовали это очень интересное такое, знаете, проявление. То есть я чувствую себя магом и волшебницей, да, исключительность свою вы как будто бы тоже взращивали через него. То есть вот через эту связь вы в себе пробуждали сексуальный центр, вот, вообще сексуальную энергию в целом, через эту связь. То есть она вам позволяла почувствовать себя женщиной. Дальше, что девочки мои чувствовали? Они чувствовали, что вот эта активность, вот эта энергия вся, она как будто утекает, и потом она убитая просто, десятка мечей, убитая девушка. То есть это, ну, в классической колоде там изображен убитый человек, а здесь девушка просто под вороньем. То есть вы никак, реализации ноль, закрытые дороги, неумение продвигаться в материи. Вы как бы тем самым вы свои границы не могли никак отстоять. Вот что. Ну да, он по-хитрому у вас забирал эту энергию, то есть как вор. Пришел, это может быть и через секс, это может быть и просто, если вы сливаете девушке материнскую свою энергию. Сейчас. Но вместе с тем, вы понимаете, да, что эти действия открывали в вас интуицию, открывали в вас верховную жрицу,
распаковывали в вас эти качества Верховной Жрицы, потому что вы начали копать в материи интуитивно, там, брать курсы какие-то, к Перукуа там пошли, какие-то другие курсы, проходить различные практики для того, чтобы понять, да что со мной не так, что со мной происходит, почему я себя чувствую настолько опустошенной. То есть ваша осознанность росла при этом. Но вы чувствовали себя опустошенной. Девочки, я говорю, это истина, то, что я говорю, потому что это в потоке идет. У вас настолько разлитые были чувства и разочарования в этом человеке и в вас. Вы должны простить себя и простить его. Это прощение тотальное. Тотальное прощение не когда вы принимаете его любым, какой он есть, а когда вы говорите «прощай ему», потому что он вас обесточивал вот до такого состояния бомжа, потому что вы не чувствовали себя, не то чтобы в материи, тут по всем аспектам, тут духовная нищета, то есть это падение на дно, вот чувствовали, со дна постучали вот здесь, то есть он вам разбивал сердце своим поведением, потому что вы очень долго ждали от него конкретных действий. То есть я ему столько сливаю энергии, да почему, черт возьми, я живу вот так? Вы долгое время болели, может быть, даже. То есть это была стагнация. Как в материи, то есть вы не могли продвигать свое дело, там, свое хобби, свое предназначение, вообще не слышали себя. Но также у вас вот после разбитого сердца, вот этого, пятерка пентаклей, смотрите, ну, карта просто говорящая, у вас открывается дух, да, то есть Верховная Жрица. Осознание, инсайт, понимание того, что, ну, это неправильно, что-то происходит неправильное, посмотрите. Две пятерки, пятерка кубков, пятерка пентаклей, это, ну, дно, днище просто в эмоциях, в чувствах, в духе, в материи. Разбитое сердце, четверка мечей, стагнация. То есть я не двигаюсь, я не могу двинуться, у меня нету сил, у меня нету энергии. Почему у вас нет энергии? Потому что я не знаю, куда утекает моя энергия, куда утекает моя сила. Дальше. Он рос, у него активность зашкаливала, то есть у него сексуальный вот этот, на вашем сексуальном импульсе он достигал своих целей, потому что король жезлов — это мужчина, который добивается своего, он огненный, у него просто страсть, он горит, и в материи он такой фундаментальный. Вы себя чувствовали обнуленный, пустой, абсолютно пустой. Вот после этого. Дальше что? Так, это. Угу. Давайте посмотрим. Значит, после этой практики что будет происходить? Вы обнулите этот цикл отдавания, отдачи этой энергии. Вы начнете расти в материи, вы это почувствуете, вы почувствуете фундамент, вы начнете процветать, вы начнете хорошеть, ваша энергия начнет наполнять ваше тело, и вот это что? Да, сейчас вы будете ценить свой ресурс драгоценный, будете держать его вот так вот. То есть я не буду давать свой ресурс, не пойми кому, не пойми зачем. Даже если он ваш муж, девочки, он процветает, а вы вот в таком состоянии. Ну это что такое? То есть вы кричите от боли, а он процветает. Это неправильный взаимообмен. Что получается после этой практики? Он начинает вас искренне любить. В нем пробуждается глубинная любовь. Любовь, основанная не на привязках. Вы отплываете от этого берега, от плохого отношения к себе. Вы отплываете в свой путь. Отплываете, еще и ускакиваете. Девочки, у вас движение сразу пойдет в материи, вы это почувствуете. Движение пойдет прям.
Поэтому обязательно сделайте эту практику. Она очень мощная. Это что? Дон или она? Мужчина будет взрослеть. Он начнет становиться императором. Он начнет в вас вкладывать. Если же этот партнер уже не с вами, то вы ему тоже помогаете тем самым. Сейчас, оборвав эту связь на уровне Муладхара чакры, вы помогаете ему становиться императором. Это мужчина, который прочно стоит на ногах, он в материи, но он на своей энергии, потому что он сам засеивает свой урожай. Что посеешь, что и пожнешь. Он начнет понимать, что только вы можете наполнить его, только вы исцеляете его. Да, у него сейчас разжигается настолько сильная страсть к вам, и движение к вам начинается. Взаимодействие хочется с вами, да. Это что? Вы уберете эти качели, вы станете победительницей, девочки. Научитесь выбирать и завершите этот цикл. Завершите для того, чтобы начать новую, прекрасную, счастливую свою жизнь. Вы начнете процветать в материи, в своей реализации, в предназначении, вы поймете. И он станет стабильным для вас мужчиной. Либо, если вы расстались там 1000 лет назад, ну или даже не 1000, неважно. Девочки, неважно, где вы живете, это энергетическая связь. Хоть на планете, там, он там на Сатурне, а вы на Земле, все равно эта связь есть. И если вы подпитываете через эту чакру, продолжая о нем думать, продолжая ему сливать, продолжая о нем заботиться, продолжая думать о нем как о маленьком ребенке, о котором нужно позаботиться. Я-то такая вся исключительная, только я могу ему подсветить его путь. Вот, пожалуйста, подсветили так, что он, процветал, да, на вашей энергии. Сейчас же происходит, к вам приходит либо этот человек, он трансформируется, он начнет быть стабильным в материи, богатым мужчиной, который дает поддержку, который дает опору. Ну, то есть вы тоже будете довольны, потому что он вам будет давать это все. Либо это другой мужчина, который будет для вас таким. А вы превращаетесь, мне второй раз выпадает эта карта, 9 пентаклей, это в личность с большой буквы, в красивую женщину, в цветущую женщину, которая сейчас вкладывает все в себя, в свое развитие. Он начнет в вас вкладывать, девочки. Он осознает то, что он должен вам давать. Давать основу, давать ресурс, внимание, любовь, эмоции, потому что он вам должен очень и очень много. Вот. Границы свои пока держим. То есть вы как бы запечатали это. Пусть он учится двигаться на своей энергии. Почему на женской? То есть он должен вас подпитывать, он должен быть вот этим мужчиной, который будет по принципу матрешки вас защищать, оберегать и давать вам ресурс и заботу, а не вы. Он начнет о вас мечтать. Но вы от него отвернуты пока, да. Это программа исцелиться. Девочки, исцеление у вас произойдет. Исцеление духом, исцеление тела. Вы это почувствуете, у вас интегрируется ваша черная и белая, да, ваша светлая и темная сторона. Все, вы поймете. Да, вы в расцвет свой идете, в расцвет жизни. Вот вчера я делала вам расклад о том, что у вас солнце, вот, пожалуйста, солнце.
тоже, это другая колода совершенно. Вот, пожалуйста, вы идете в солнце. Эту солярную энергию вы почувствуете. К вам придет мужская солярная энергия. Либо через этого партнера, либо через другого мужчину. Но все-таки я вижу, что это этот мужчина, который ваш прошлый, ну, который подсасывал, короче, вас. Ну да, он будет вам предлагать уже стабильность и любовь, и любовь. Да, мы разные, но я люблю тебя. И я хочу быть твоим постоянным мужчиной. Я хочу оберегать тебя, я хочу защищать тебя. Вот так. Это вот результат этой практики сейчас. Продолжаем дышать. Девочка, у меня сейчас энергия очень сильно именно прокачана. На физическом плане я тоже это ощущала там. Не буду вам описывать, в общем, но очищение идет по всем фронтам. То есть я сделала эту практику тоже, у меня очищение пошло. Настолько сильное, что, ну, действительно физически как будто вышла какая-то субстанция, грязь. Вот эту грязь вы сейчас очищаете своим дыханием. Продолжайте дышать. У вас энергетическая целостность будет с этим мужчиной. То есть как бы соединятся два человека, которые целостны. Он целостный и вы. Два любящих сознания соединятся. Не сольются, когда это созависимость, а именно соединятся и пойдут по своей жизни, по своей судьбе, по прекрасному осознанному пути. Вы будете чувствовать ярче, ощущать ярче этот мир и других людей. Вы пока как будто бы зависли, да, в этом. У вас сейчас звездные предки к вам приходят на помощь. Вот они, пожалуйста. Здесь тоже у меня мои предки мне помогают в этой практике. Ваши тоже помогут вам. Забытая мудрость. У вас начнется осознанность расти. Потому что вы почувствуете в духе, что вы пробудились. У вас энергия будет течь свободно. Но вы не будете ее раздавать. Порталу вам сейчас открываются двери. Я же сказала, вам откроются двери. Вот, двери открываются. Совершите выбор, и вы получите награду. Вы почувствуете дыхание космоса через эту практику в себе, эту космическую энергию. Вы почувствуете, что нужно плыть сейчас. Почувствуйте течение и русло, в котором вам нужно плыть. И не против течения грести, когда вы не видите, у вас карты те показали, что вы не видите дороги, когда вы сливаете всю свою энергию из первой чакры мужчине, вы не видите своего пути. Вы с завязанными глазами идете и пытаетесь еще на вот этом малепусечном, то, что у вас осталось, еще что-то там прокачивать в себе и проходить курсы, практики. Вы становитесь бесстрашны. Многогранность открываете в себе, уникальность вашей души. Вы откроете свою душу, да. То есть открытая душа – это когда нету блоков, нету блокировок этих. У вас открывается потенциал просто. Встреча с бессознательным сейчас и чистота. Я же сказала, к вам ясность придет. Ясность и чистота. Потому что вы этим божественным светом вы вычистили из себя всю эту грязь, все эти обиды, разочарования, все это отпустили.
Да. Мужчина почувствует пустоту, когда вы эту сделаете практику, да. А у вас пробуждение Земли идет, пробуждение вот этого как раз центра. То есть у вас, вы будете чувствовать линии, энергетические линии, нити в вас самих от Земли. То есть это известно, что все на Земле проявлено, это проявлена энергия, это все энергия. Вы откроете в себе этот потенциал, вы просто будете сиять, начнете сиять. Доверьтесь своему пути, доверьтесь. Вот, ослабьте хватку вашу, вы вцепились в этого мужчину, сливая ему эту энергию для того, чтобы он выбрал вас. Неважно, жена вы или не жена, тем более, если вы в отношениях пока только как бы не соединены. То вам нужно ослабить эту хватку. Вы почувствуете, что зависимость ушла. У вас ушла от него зависимость. И вы впустите благодать в свое сердце. Полотно жизни сейчас. Вы ткете полотно своей жизни. Вы понимаете, осознаете причинно-следственные связи, что ваше настоящее сейчас – это цепь ваших выборов в прошлом. Вы сейчас начнете открыто самовыражаться, не бояться. Бесстрашный пион об этом тоже говорит, что вы начнете проявляться в этот мир. Потому что когда заблокирована эта чакра, когда вы сливаете эту энергию в этой чакре, вы боитесь, у вас страх. И другая колода мне показала, 8 мечей – это тюрьма, это страх, это ограниченное пространство, я не могу выйти из этой клетки. У вас новая земля, вы сейчас откроете в себе, и для вас откроется новая земля, новый мир. Вы воплотите все свои мечты в реальность. Вы сами, не мужчина, а вы. А с мужчиной что будет? А с мужчиной он будет сожалеть. Он поймет свою вину и беззащитность, и он будет искать причину в себе, что я сделал не так, и исправлять свои ошибки. У вас сейчас звездный поток открывается, кристаллическая решетка, активация идет ваших всех тел. Продолжайте дышать. Чувствуете, как божественный свет сейчас. Если ничего не осталось в первой чакре, всего грязного, да, вы уже увидели, что все там, все вычищено, там чисто. Вы чувствуете, как эта кристаллическая решетка у вас активируется. Теперь все те, кто будет входить в ваше поле, будут трансформироваться. Хотят они того или нет. Вас эта кристаллическая решетка будет защищать от любого вмешательства, от любого воздействия, от контроля, от грязи и манипуляций. Будьте готовы к тому, что те люди, с которыми вам не по пути, не по судьбе, кто именно ехал на вашем ресурсе и не чувствовал к вам глубинную любовь, они будут уходить из вашего пространства и из вашей реальности. Просто уходить в свою реальность. Ваши дети точно так же будут проходить вот это очищение. Ваши дети.
все те, кто с вами живут, будут либо меняться, трансформироваться, либо просто уйдут из вашего поля. Если это взрослые дети, которые едут на вашем ресурсе, допустим, девочке или мальчику, там 35 лет, да, они все едут на вашем ресурсе. Либо это дети, которые выросшие, но не повзрослевшие внутри, они будут активированы вашей кристаллической решеткой, этим энергетическим полем. Световое тело, вы сейчас как световое тело. Ваша аура будет огромна, она будет светящейся, она будет изгонять, выталкивать просто своим светом весь негатив из вашего дома, из вашего пространства. Просто приготовьтесь к тому, что будет меняться. Это будет меняться обязательно. Посмотрите в несколько этапов, можете посмотреть этот расклад. Девушки, вы сейчас будете чувствовать удовольствие от жизни, от собственной жизни, наслаждение от собственной жизни, от своего тела, от своей светимости в этот мир, от своей проявленности. Вы начнете уверенно проявляться в этот мир. Вкус жизни почувствуйте. Мы хатарианцы. Любовь, молоко матери, рождение. Ну, вы перерождаетесь. Вы отыскиваете эту внутреннюю землю, этот фундамент в себе, да? Вы начнете энергетически целостной быть, в свете в этом. И к вам придут новые решения и начинания. Вы осознаете также то, что вы подходите не каждому, у вас есть ваша уникальность. И вы признаете уникальность других людей. И своей материнской любовью к мужчине вы перестанете причинять добро. Когда вас не просят, вы себе помогите. Мужчина будет чувствовать вас все равно. Он будет пытаться как-то пробить ваш... Ну, то, что пробить, подсоединиться опять к вашему менталу хоть как-то, потому что у вас, скорее всего, будет момент расстояния между вами, но общение будет все равно на ментале. Вот, сейчас вы возделываете свой сад, вы сейчас отдыхаете. У вас восстановление идет всего тела. Вы себе даете ласку и отдых вот этим действием сейчас. Смирение, мир происходит, мир. У меня по той колоде выпал мир, и сейчас по этой колоде выпал мир. Объятие, искреннее объятие. То есть, смотрите, мужчина трансформируется через вас. Он тоже исцеляет свои паттерны поведения, которые делали его таким. Он хищник по своей природе, да? Давайте еще посмотрим сейчас, что мужчина чувствует в этот момент, что он чувствует. Он чувствует острую нехватку вас. Он чувствует, что ваша аура начинает светиться. Он чувствует завершение, он чувствует, что это конец. Конец. Да. Он начинает отыскивать в себе самом самоценность. Он будет вкладываться в вас.
и исполнять ваши мечты и желания. Вот так. Давайте посмотрим еще на метафорической колоде, что у вас произойдет после этой практики. Загадывайте свой срок, ну не больше 3 месяцев. Что произойдет? Девочки мои почистились, что произойдет, что они будут чувствовать. Глубинную связь со своей душой. Девочки, вы свою душу начнете чувствовать. Посмотрите, здесь девушка с птицей, и здесь девушка с птицей. Вы будете свою душу чувствовать, потому что душа — это как птица. Что еще? Вы почувствуете себя защищенной. Даже если, несмотря на то, что в мире может происходить все, что угодно, вы защищены вашими предками. У вас появится радость, счастье и радость, детское такое. Девочки, вы начнете цвести. Цвести и встречать каждый день свой новый день. С осознанностью, с процветанием, с ощущением себя как цветущий сад. Вы будете пробуждать в себе силу, пробудите, да. Да, возможно, вам понадобится уединение после этой практики, но вы исцелите своего внутреннего ребенка. Детские травмы исцелите. Вы станете уверены в себе. Из состояния жертвы вы выйдете в императрицу. Да. Посмотрите, какая карта, девочки. Я вам всем желаю истинной, прекрасной любви, взаимной любви. На этом я закончу. Завтра у нас следующая чакра. Пожалуйста, посмотрите эту практику, сколько вам потребуется. И дышите. Дышите, главное, и почувствуйте вкус жизни.